Рада приветствовать всех любителей вязания. Когда я увидела вот этот узор, то сразу поняла, что он идеально подойдет для моего нового проекта. А сейчас я собираюсь вязать себе новый джемпер на осень. Свой образец я вязала из джинсовой пряжи. Специально ее выбрала для показа образца, так как эту пряжу знают практически все любители вязания, все, кто много-мало вяжет ее или пробовали вязать, или же хотя бы о ней слышали. Обычно эту пряжу я вяжу на спицах номер 3. Вот этот свой образец я вязала на спицах номер 4,5. И посмотрите, какая прелесть здесь получается. Он одновременно легкий и дышащий, и одновременно без ненужных мне на осень дырочек. Вообще особенность этого узора заключается в том, что при смене спиц получается абсолютно разный результат. Здесь, как вы увидите, я взяла спицы в 1,5 раза больше, нежели стандартно, обычно. Но если бы я взяла на тот же самый джинс спицы номер 3, которыми я обычно вяжу эту пряжу, у меня бы получился жакет, который будет отлично держать форму и красиво сядет по фигуре. То есть узор универсальный. То же самое могу сказать о кидмахере. Если кидмахер, где 250 метров в 25-граммовом моточке идет, обычно я его вяжу спицами номер 4, но вот на семерке это настолько невесомая, красивая, интересная шаль получается. Просто все сразу не покажешь, в кадр все не помещается. Поэтому его стоит попробовать, связать и посмотреть, как он заиграет в пряже, которая есть у вас. Вообще для его исполнения можно брать любую пряжу, ту же самую ленточку, любую широкую, узкую, фантазию, кроме очень явно выраженной, которая подходит для вязания только лицевой гладью. Вот так выглядит его изнаночная сторона, она тоже интересная. И можно в изделии пускать изнаночную сторону этого рисунка. Он красиво будет сочетаться с различными косами и переплетениями, но также интересно выглядит как самостоятельный, потому что свой джемпер я буду вязать его именно как самостоятельный узор. И вот пример такого джемпера вы сейчас видите на экране. А теперь давайте его просто свяжем вместе. Я, конечно, схему прикреплю, но она мало кому понадобится для этого узора. Итак, раппорт узора здесь составляет 2 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать образец из более толстой пряжи. Это стопроцентный хлопок, 200 метров в 100 граммах. Спицы я взяла номер 5,5. То есть видите сами, что намного толще, нежели обычные спицы требуются для этой пряжи. Потому что эту пряжу, как правило, я вяжу 3,5-4 в зависимости от рисунка, так как это хлопок, часто бывают ажуры, поэтому 3,5. Лицевая гладь, четверочкой я вяжу эту пряжу. Сейчас у меня 5,5. Итак, давайте начнем. Я набрала петли обычным способом, провязала 2 ряда платочным узором и начинаю вязать сам узор. Кромочную я переснимаю, далее перекрещиваю 2 петли влево. Чтобы мне не использовать дополнительные приспособления, которые я не очень люблю использовать, я делаю перекрещивание таким образом. За работой подхватываю вторую петлю и провязываю ее лицевой. Вот таким образом. Далее, не сбрасывая петли с левой спицей, возвращаюсь к первой петле и провязываю ее также лицевой. Затем сбрасываю обе петли.
И вот так, чередуя вторая, первая петля, я провязываю до конца ряда. Можно это перекрещивание выполнять другим способом, как вам просто более удобно. Я люблю, когда все у меня очень быстро. И вот я довязываю до конца ряда. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Если же вы вяжете по кругу, вы просто набираете четное количество петель и вяжете один ряд так, как я, второй ряд лицевой гладью. При поворотном же вязании четные ряды провязываются полностью изнаночными петлями. Здесь нет никакой особенности. Вот таким образом он провязывается. Третий ряд, кромочную переснимаю, 1 лицевая петля, далее я делаю перекрещивание вправо. Чтобы не использовать дополнительную спицу, для меня самый быстрый способ это поменять первую и вторую петлю местами, то есть я 2 петли перенесла на правую спицу, за работой я подхватываю первую петлю, аккуратно это снимаю, перед работой на правую спицу подхватываю вторую петлю и возвращаю ее на левую спицу, после чего провязываю ее лицевой, потом первую петлю лицевой. И вот таким образом также я буду вязать до конца ряда. Сначала провязываю вторую петлю, которую подхватила перед работой, потом первую. Вот, в принципе, и весь узор. Но насколько шикарно он смотрится в изделии, вы видели. Я постараюсь вам показать, не забыть, когда довяжу свой джемпер, если он не уедет раньше, нежели я вспомню, что обещала вам показать. Я довязала до конца ряда, здесь у меня осталась 1 лицевая петля и кромочная. Четвертый ряд я также буду провязывать полностью изнаночными петлями. Все, раппорт узора провязан. Сейчас я хочу провязать еще первый ряд, для того, чтобы показать хотя бы приблизительно, как он выглядит вот в такой достаточно толстой пряже. Стараюсь показать, как выполняю и теряю петли. Так бывает. Вторую петлю провязываю, далее первую. Вторую и первую. Таким образом, я сейчас провяжу ряд и покажу вам результат. Вот так выглядит он в более толстой пряже. Смотрите, какая красота!
и простота. И вот такой узор получился из более толстой пряжи. Рекомендую попробовать связать образец и посмотреть, что получается у вас. И уверена, после провязывания образца вы захотите что-нибудь с ним себе связать новенькое. Всем хорошего дня и до встречи на канале!